Хау, блинолицы! Сегодня такой небольшой ролик на тему, такую редкую на канале, как фудпэринг. Помните, я уже такой проводил с рюбстрёмингом. Но сегодня будет более вкусные вещи. Сегодня мы пробуем разные сладости под пиво, да? Вот сладости под пиво, когда говоришь кому-то, что очень вкусно, например, стаут или портер с мороженым. Многие обалдевают, как так мороженое с пивом? А здесь будет не просто мороженое, здесь будут всякие ништяки от кондитерского дома Розмарин, по-моему, называется. Ну, сейчас уточним как. Розмарин кейк, да, называется Розмарин кейк. Проходит все это в баре Парка, одним из старейших крафтовых баров. Пиво там обещают быть большей частью от Найтберга, ну, что-то вроде еще другое будет, несколько сетов будет. Ну, в общем, буду таким фудблогером снимать еду и, может быть, что-то расскажу на эту тему. Паша уже здесь что-то снимает. Бар такой, кажется сначала небольшим, на самом деле это не так. Что у нас тут интересного? В общем, стандартный набор, цены 360 примерно рублей, 380. Есть что-то повыше, подороже. Но, к сожалению, сейчас такие цены по всей Москве, по этих крафтовых барах, за 300 рублей все в основном. Бар Парка, ну такая аллюзия на парилку, типа полок такой, на который можете забраться и пить пиво тут. На самом деле бар больше, чем он кажется, потому что есть подвал. А так как это Пятницкая, здесь старые дома, подвалы глубокие, красивые, все в кирпиче. Два зала в подвалах и сводчатые потолки. Здесь еще одна барная стойка есть. И меню немножко отличается. Ну, не меню, вернее, на выбор пива немножко отличается от того, что наверху. Холодильничек есть тоже, там немножко пива. И, кстати, 6 лет. Оказывается, бар работает уже 6 лет, что для крафтового бара уже солидный возраст. А в этом зале как раз все будет происходить, все действие. Готовится, народ здесь уже собирается. Это закрытое мероприятие, его не афишировали нигде. Посмотрим, что здесь на счет пива. Так, Джоффский дурак. Я его писал про него. Очень классное пиво. Очень классное. Балтийский Поттер от Найтберга. В этом и Саботаж. Еще Найтберг. Ага, вот это что такое? Это Найтберг. Вот этого я не пробовал. Гранд Крю. Что это такое? Не знаю. Посмотрим. Еще Джоффс Smoky Island. Нет, Smoky Island. Исланд, я не знаю, как правильно. Вот, а вот здесь вот сами, я так понимаю, производители десертов упаковывают, пока готовятся. Вот такие вот буклетики выдали с описанием предстоящей дегустации. Презентацию вела сама Мария Романова, владелица и вдохновитель этого проекта. Первым номером шел шоколадный пай с брусникой, причем его подавали очень оригинально. Сначала окуривали дым, сейчас чуть попозже увидите. Вообще все десерты эти приходят в замороженном виде, их можно поставлять не только в Москву там, или в Питер, в общем, в любое другое место. Хранятся они долго, как в размороженном виде, так и в замороженном. В общем, на вкус это, честно говоря, не влияет особо. Ну или вообще не влияет. Мне понравилось все, что там было. Так что тема для баров и ресторанов весьма интересная. Если кому интересно, ссылка в описании будет на сайт. Можете там заказывать эти десерты. Вот именно так делается подача авторская. Брусничное варенье в баночке наливается, потом сверху добавляются вот эти кусочки шоколадного пая.
И потом уже все это окуривается дымом. Сейчас вот увидите, как это делается. Вот специальная такая приблуда лежит на столе. Ну, кто занимается барной темой, рестораны знают, эти дымогенераторы специально для таких вещей сделаны. Но это, в принципе, то, что они придумали, вы можете с этим десертом делать сами, что хотите. То есть поливать его разным другим соусом или без окуривания. Ну, с окуриванием, конечно, получается и интересно, и красиво. И главное, вот этот тут немножко дымный привкус, который уходит буквально как только вот кусочек съел, он сначала вроде дымный, а потом уже дымность уходит и становится уже обычным таким вот шоколадным. Подавали к этому 2 пива от Найтберга и Саботажа, кислячки. Мне больше понравился с Саботажем. Найтберг, он не столько кислый был, а Саботаж, он был двойной, по-моему. То есть такой плотный. В общем, получилось очень интересное сочетание. Но вот Раух-пир, я думаю, здесь было еще интереснее, учитывая вот эту копченость. Такой сделаем, чтобы всем разнесли десерты, чтобы все попробовали. Смотрите, почти там 99% и переходим. Следующим десертом был шоколадный трюфель из нута. К нему подавали барлевайн от Найтберга и русский имперский стаут, выдержанный в бочке из-под островного виски, Смоки Айленд от Джавса. Мне больше понравилось сочетание с барлевайном. То есть барлевайн, он немного такой вот все-таки шоколадный, вкус у него есть, а копченость у джавского Смоки Айленд уж очень сильная была. Я думаю, что, наверное, ее было бы лучше подать с первым десертом, где вот эта копченость есть. Но мнения разделились, в общем-то, присутствующих, кому что нравилось. Подача весьма такая интересная, в деревянных ящичках все это подается, вот сейчас увидите. Опять же, ящички, они могут прилагаться к десерту, а могут и не прилагаться, то есть по вашему желанию, когда вы заказываете себе в бар, можете их и сами, то есть, в что-то придумать. Вот так вот это все выглядит. Сам трюфель, он такой оригинальный вкус, и не скажешь, что он из нута, пока тебе не скажут об этом. Такой, в общем-то, тоже оригинальный в своем стиле. Это опять-таки в таком виде, нарезанный кубиками, он придет в ваше заведение. Историю с тем делом сочетать. Понятное дело, что если мы используем какие-то копченые... Третий десерт, тоже с очень оригинальной подачей, это фруктовый кекс. Подается на таких вот кирпичиках из гималайской соли, из розовой. Смотрится очень эффектно. Ну, сами кирпичики на вкус не влияют, но кому интересно, могут облизать их, конечно. Подавалось все это с 2 кислячками, один от Найтберга, другой от АК Ривер. Ну, я думаю, что здесь все-таки пошло больше что-нибудь фламандское, какой-нибудь Роденбах или Дюшес де Фландерс. Ну, тоже все равно получилось вкусно. Ну и гвоздь программы, сигары. Ну, собственно, это такое пирожное сделано в виде сигары, подается, как вы видите, в таких пепельницах массивных, в которые даже пепел специально насыпан, то есть под пепел там что-то сделано, такая стилизация под пепел. Сигары даже можно поджечь для красоты, так как они сладкие, то немножко там что-то будет даже гореть. Смотрится вообще очень шикарно это все дело. Вот, поджигают, видите, чтобы немножко подымилось. Ну, понимаете, в зале так вам принесут, в соседнем столике просто обалдеют, когда вам вынесут такую сигару специальную. В заведениях курить тем более нельзя, а вам вдруг несут сигару, и потом вы эту сигару вдруг съедаете. Под этот десерт подавалось 2 портера, один джовский дурак, а от Найтберга был Балтик Портер. И те, и другие прям шикарные были. Ваше здоровье, блин, налить. И сигару. Можно, наверное, пускать. Ее не курят? Я тоже не кусаю. Буду просто сигара.
Внутри творожный крем, внутри творожный крем, она не сладкая. И пордер тоже очень сладкий, сладковатый. Сочетание идеальное. И главное оригинально.